Всем привет! Я люблю головоломки и также мне нравится лего, так почему бы не сделать головоломку из лего? Поэтому сегодня мы сделаем самую простую головоломку из лего. Суть заключается в том, что у нас есть три детали – желтая, красная и черная, и их необходимо разобрать, они связаны все друг с другом. Суть заключается в том, что у нас есть три детали – желтая, красная и черная, и их необходимо разъединить, они связаны все друг с другом. Необходимо каким-то образом разобрать эту головоломку и потом собрать обратно. Нельзя разъединять детали, то есть таким образом просто разобрать детали нельзя. Данная головоломка интересна тем, что она собирается из малого количества деталей, и ее может собрать практически каждый любитель лего. Поэтому если будете делать такую лего головоломку, отмечайте меня на фотографиях в инстаграме, я буду публиковать их в сторис, ссылка на мой инстаграм есть в описании. Поэтому приступим к сборке, поехали! Давайте сначала соберем эту головоломку, а потом уже перейдем к решению. Поэтому разбираем и смотрим, как созданы детали. Но выглядит очень красиво, все идеально подогнано. Здесь у нас нет никаких щелей, все прям идеально подгоняется друг под друга. Нам из лего необходимо будет собрать три фигуры. Две из них будут одинаковые, третья будет отличаться. Давайте сначала соберем красную фигуру. Опять же, у нас могут быть фигуры любого цвета. Я буду собирать из красного. Итак, вот те детали, которые я использовал. Можете поставить видео на паузу и подобрать у себя такие же. Для начала необходимо собрать следующую конструкцию. Берем вот эти плоские детали и собираем из них вот такую конструкцию. Собрали, и теперь эту конструкцию сверху укрепляем вот такими толстыми деталями. Вот что у нас получилось, и осталось только сверху прикрепить вот такие гладкие детальки. Готово. Первая конструкция собрана, и теперь будем собирать точно такую же желтую. Теперь собираем точно такую же конструкцию из желтых деталей. Здесь вы можете заметить, у меня другие детали, но конструкция будет точно такая же. Мы сначала собираем вот так и вот так. Мы собрали нашу букву S, и теперь сверху все это укрепляем толстыми деталями. Осталось только прикрепить гладкие детали. Две детали собраны. Осталась третья. Третья имеет немного другую форму, поэтому посмотрим, как она собирается. Для третьей фигуры мы точно так же собираем сначала основание детали следующим образом. Вот такая получается конструкция, осталось только присоединить плоские детали. Все три детали уже собраны, осталось только решить головоломку. И также хочу обратить ваше внимание на то, что если у вас нет каких-нибудь деталей одного цвета, то есть возможно у вас нет такого количества деталей черного цвета, либо красного, либо желтого, всегда можно использовать разные цвета. Вы можете использовать средний ряд белого цвета, верхнюю желтого, нижнюю черного и так далее. То есть не имеет значения то, какие цвета у вас будут. Главное, чтобы собрать вот такие формы. Теперь перейдем к самой головоломке. Нам необходимо из трех деталей собрать конструкцию, которая будет пересекаться все три детали между собой. Давайте это и сделаем. Делать на самом деле это не очень сложно, но тем не менее вы можете попробовать сами решить эту головоломку. Для начала берем черную деталь, продеваем сквозь нее красную, поворачиваем, и красная деталь оказывается внутри черной. Теперь красную необходимо сдвинуть в бок. Сдвигаем и сюда ставим желтую деталь.
Вот так ставим желтую деталь. Теперь красную возвращаем на место и вместе с желтой опускаем вниз. Готово, фигура собрана. Теперь у нас головоломка уже полностью готова, мы можем давать ее разгадывать нашим друзьям. Главная задача головоломки заключается в том, чтобы не разбирать детальки лего, то есть нам нельзя вот так просто все разобрать. Для того, чтобы решить эту фигуру, нам необходимо именно разобрать и не разбирая наши детальки. Потому что вот таким образом разобрать, конечно, можно, это будет совсем несложно, но так неинтересно решать. Поэтому задача заключается в том, чтобы разобрать эту фигуру, не разбирая самих деталек. В будущем я планирую делать еще более сложные лего головоломки. Головоломка является аналогом деревянной, который называется ОСС. Дело в том, что детальки по форме напоминают буквы ОСС. Это очень старая, очень неизвестная деревянная головоломка. Что же касается лего головоломки, придумал ее не я. Это довольно известная лего головоломка. Наверное, самая простая головоломка, которую только можно сделать из лего, не считая каких-нибудь совсем простеньких, где нужно две детальки подвинуть. Тем не менее, если вам понравилась эта рубрика, я буду делать еще другие головоломки из лего. Я нашел в интернете огромное количество головоломок из лего, которые делаются не так сложно, но они довольно интересные. Поэтому пишите в комментариях, какие головоломки лучше сделать своими руками. Я прочитаю ваши комментарии, прислушаюсь, и в любом случае новые головоломки на канале еще будут. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь данным видео с друзьями и оставляйте свои комментарии под видео. Спасибо за просмотр, всем пока-пока.